Сосиски сочные. Папа может. Эй, здрасте, с вами Даня Крастер. Сегодня у нас видос, в котором мы будем обозревать, так сказать, и смотреть, на что способны приспособления для шуруповерта. Потому что что? Потому что зачем много электрических моторов, когда есть один с редуктором, и к нему уже можно подключать разнообразные устройства, которые работают от вращения. От вращения. Мерзость. Итак, на столе вы можете видеть разнообразнейшие штуки, которые мы сегодня будем ручками своими мацать и смотреть, есть ли в них вообще смысл. Давайте, наверное, пожалуй, начнем с точилок сверл. Самого такого, что меня мучило, брать, не брать. Посмотрим, есть ли в них смысл, потому что, на мое скромное мнение, нормальный станок для заточки с позиционированием, выставлениями углов всяческих стоит 50 тысяч рублей. Здесь у нас от фирмы DeOld, смоленский инструмент, есть вот такая вот жесточайшим образом с облоями отлитая штука, где вы можете заметить множество диаметров для сверл, крутилку, которая установлена не по оси, она шеволит заточной диск, который находится внутри. Значит, есть у нас вот такая вот штука, там я вижу некоторое гнездо для того, чтобы туда просунуть. Ну, первое, что мне приходит в голову, не член, конечно же, а битку. Но единственное, эта штука не подходит к нашему шуруповерту, потому что вот здесь вот у нас ширше расстояние. Видимо, какой-то обычный шурик надо взять. Пок. Сюда я просовываю битку, начинаю крутить. Внутри все осталось на битке. Так, уже хорошо, мне это уже нравится. Внутри у нас крутится камень. Сейчас я зажму все это дело в тиски и попробую заточить несколько сверл. Например, вот это вот советское насколько же оно здесь? А мы можем проверить сразу вот так вот. На 6,5. В инструкции написано, что там надо засунуть аж сам патрон вот в это вот гнездо. Ну, типа, упереться вот этими губками. Сейчас покажу во что. Это просто пиздецки смешно. Губки патрона должны упереться вот в это недоразумение пластиковое. И знаете что? Он уже их слезал. То есть я уже не могу пользоваться вот этим приспособлением. Так, сука, быть не должно. Просто смехотворно. Ну ладно. Чтобы хоть как-то посмотреть, как она затачивает сверла одноразово, я воткну вот такую вот фрезу кукурузину, чтобы она уперлась, зацепилась там. Да, диск начал крутиться. Просто вообще ад какой-то. Да будет же затачивание. Затачивание не произошло. Окей, давайте на полную выкрутим, чтобы сверло соприкасалось с этим камешком, который находится внутри. И раз. Здесь мы заточили, поворачиваем на 180 градусов. Примерно одинаковый угол у нас получился. Сверло у нас заточилось. Я вижу, что оно... Ух ты же, это урод. Я вижу, что оно будет резать, но нам надо снять еще задний угол, чтобы сверло резало грамотно. И здесь мы, получается, можем точить только под определенный угол. То есть, если мы сверлим алюминий, нам надо там 130 с чем-то градусов. Если мы сверлим сталь, нам надо 118 градусов. Короче говоря, штука рабочая. Давайте сейчас посмотрим, как это сверло сверлит дерево после такой заточки. Но, честно говоря, внимания эта шляпа не стоит, потому что более точно и ровно и лучше можно заточить сверло с помощью болгарки и какого-нибудь неотрезного диска, потому что сверло к нему в бочину нельзя тыкать, иначе он лопнет, а такого потолще, как я успешно делал, когда работал на стройке. Итак, заточили сверло, сверлим деревяшку. Короче говоря, дерево сверлит, и на том спасибо. Большего от такой заточки я бы ожидать не стал, потому что по металлу там, ну, совсем другие уже приколы по качеству заточки начинаются. Каждый январь есть ощущение, что жизнь начинается с чистого листа. Хочется начать заниматься спортом, разгрести мастерскую, научиться чему-то новому.
Мастерскую мы, кстати, разгребли. Ты тоже можешь не откладывать начинание на потом и освоить, например, IT-профессию на образовательной платформе Skillbox. Я слышал, айтишники у нас сейчас особо ценятся и получают всякие льготы. На курсе профессия Data Scientist ты можешь выбрать одну из 3 специализаций. Machine Learning – это тот, кто обучает нейросети, дата-инженер или аналитик данных. Все больше компаний используют искусственный интеллект, поэтому на полученные навыки точно будет спрос. Начать зарабатывать можно уже во время обучения, а работа опытного специалиста Data Scientist высоко оплачивается. На протяжении курса с тобой будет работать личный наставник, который поможет разобраться в сложных темах и разберет ошибки. Ты подтянешь математику, статистику и аналитическое мышление, а все полученные знания сразу закрепишь на практике. К концу обучения у тебя будет 3 больших отработанных проекта в портфолио и сертификат о прохождении курса. Доступ к курсу останется у тебя навсегда, а внести первый платеж можно через 6 месяцев обучения. А еще сейчас при записи на курс Skillbox дарит бесплатный год обучения английского. Переходи по ссылке в описании и записывайся на курс, пока действует акция. По моему промокоду Крастер1 действует скидка 60%. Давайте посмотрим второй вариант, которым нас балует интернет. И выглядит он, сука. Вот так вот. Что я могу сказать, ребята? Учитесь точить сверла вручную на станке, если пользуетесь ими. Потому что это что-то с чем-то. Просто вообще. Пластиковое что-то с чем-то в школу носить. Не знаю, фиджет-спиннер. Ладно, давайте пробовать. Жесть вообще адская какая-то. Вы просто посмотрите, какой кривой здесь стоит камешек. И как он бьет. Как мы сейчас сверла наточим. Восторг. Давайте начнем вот с такого сверла. Вот в эту канавку оно идет. Здесь написано от 8 до 12,5. Ну, давайте попробуем. Нам надо, насколько я понимаю, поставить сверло как-то вот так вот, да? Ну, давайте. Что происходит? Что творится? Ужас какой-то. Давайте другую сторону. Итак, какая-то такая картина у нас получилась, которая меня совсем не радует. Адские заусенцы, которые все равно потом камешком еще надо будет убирать. И к тому же вы не сточите вот этот вот задний угол, который тоже нужен для хорошего сверления. В итоге у нас наточенное сверло, абы как, ну типа лучше, чем тупое. А давайте попробуем посверлиться чуть-чуть. Не, ну сосну ковыряет, но на самом деле сосну и заточенный правильным образом гвоздь будет ковырять, так что, ну я не знаю, выводы делайте сами. То есть оно наточило, но... Давайте попробуем металл просверлить, что будет с этим, с такой заточкой. Зажмем ST3. Полосочку, накерним ее и попробуем сразу сходу засверлиться здесь. Кстати, здесь какой-никакой центр получился, возможно, даже не уведет в сторону. Давайте еще парочку долбанем. Эй, куда побежала? Ну, короче, что я могу сказать. Дырка сверлит, все замечательно. Но рассчитывать на такую вещь я бы не стал, честно говоря. Реально одноразовая штука. То есть на всякий случай, возможно, ее можно кинуть куда-нибудь на какую-нибудь выездную работу, когда что-нибудь монтируете, чтобы, не дай бог, у вас там сломалось одно сверло и болгарки даже с собой нет. Но качество заточки, честно говоря, посредственное. Ну, оно пердит, сверля даже ST3. Давайте попробуем заточить на нормальном станке и посмотреть, насколько будет разница велика. И сверло, наточенное руками на станках. Показывать вблизи не буду, не совсем хорошо получилось. Но, тем не менее, как оно сверлит.
Есть некая разница, но на самом деле сверло не лучшего самого качества, поэтому на хороших сверлах она будет еще более различима. Еще и заточка ведется неправильно, то есть там, где у вас сверло должно быть наточено с выпуклой стороной, оно стачивает за счет того, что вот этот ролик круглый, вогнутой стороной. Тем самым каждый виток вот этой вот заточки становится слабее на излом и т.д. т.п. В общем, не знаю. Идем дальше. У нас здесь невероятно интереснейшая штука, называется сабельная пила. Насадочка тоже. Выполнено все не так срано, как вот в этом случае. То есть есть уже какой-никакой пластик. Эта штука чувствуется в руке. Вот этот упор, даже не совсем фольга, но близок к фольге. Есть у нас вот эта штука для шуруповерта. Мы его сюда подключаем. Оп. И за какое-то мгновение вот эта вот волшебная коробочка синего цвета превращает вращательное движение в поступательное. Прекрасно. Давайте же крепить пилку к нашему фак-машину. В комплекте у нас идет две вот таких вот замечательных пилки. Одна по дереву с заточкой типа Diamond, как японские пилы, как туристические пилы сейчас везде делают. То есть режут они лучше всего, когда вы двигаете на себя. И вторая пилка, судя по всему, по металлу, какая-нибудь, наверное, биметаллическая или вообще обосранная за эти деньги. Вот. Крепление у нас получается классическое. На здравой сабельной пиле есть быстрое крепление этого полотна, то есть ничего там подкручивать, прикручивать не надо. Тихо, мы до тебя еще дойдем. А вот это вот действо надо с шестигранничками сюда запихивать. Готово. Вы посмотрите, какой агрегат получился. Ну-ка, все. Получилось короче, вкуснее, еще и быстро вынимается и одевается. Давайте пробовать. Будем пилить некую деревяшечку. Нет. Все же шуруповерт с тангенциальным ударом сюда не подходит. Когда возрастает напряжение на пилу при закусывании, он начинает бить, и это нам не нужно. Нам нужны живые много ньютонов оборотов. Пи***ц! Быстрее костером разжечь. Я как будто на вибромашине побывал, который лимфу растрясает. Позвоночник бы собрать. В итоге последняя половина дерева у нас прожглась. Пока не пойму я, в чем дело. В том, что ход у этого полотна маленький, или то, что материал этого полотна говно сраное. Но мы меняем на хорошее, которое стоит в 2 раза больше, чем вся вот эта вот приспособа. Менять, конечно, полотна здесь еще то приключение. Ничего сложного, но геморройно, неприятно. Попробуй. Давай, попробуй. Мне просто интересно. А то подумают, что я здесь прикалываюсь, угораю. Жесть какая. Мне через село походит. А ты поднадави. Ну, все как продавец сказал, типа, зачем вам это? Косарь. Она стоила косарь. Жесть. Вибратор, мне кажется, дешевле купить, и только так ее можно применять. Что это, инструкция? На пошла. Давайте проверим. Сколько она? 17 тысяч стоит. У нее больше ход. Все жестче, чаще, она мощнее.
Меня не трясет. В мои руки вибрации не отдает. Вот как это должно работать. Вот как она должна пилить. Это то же самое полотно, что было там. Есть вибрация, конечно, но не вот это вот безумие сраное. Это просто жесть какая-то. Последнее, что я хочу проверить, это пилку из комплекта. Справится ли она нормально в нормальном инструменте. Да, нормально пилит. Чуть поджигает. Не знаю, насколько ее хватит, но типа на несколько раз уж точно хватит, на всякий крайний случай. Папа, купишь мне сабельную пилу DeWalt? Да, сынок, DeWalt. Сука. Пока что это лидер на пьедестале дерьмовых инструментов сегодня. Следующая приспособа у нас заклепочник механический от фирмы Вира. Rage. Ярость. Давайте посмотрим, будет ли он сам приносить ярость или вызовет у меня ярость вообще насчет того, как все это дело работает. Что у нас тут есть? Какие-то гаечные ключи в комплекте. Пока ни хрена непонятно, зачем они нужны. Наверное, откручивать бошку. А зачем? Зачем мне вообще надо откручивать здесь бошку? Просто губки. А если мы будем крутить, у нас этот патрончик идет назад. В смысле, он просто ушел назад. Он не разомкнул губы, не пошел вперед, не сомкнул их обратно и опять потянул. Он просто ушел назад. Это мне получается каждый раз, когда я хочу что-то заклепать. Мне надо просунуть заклепку. Закручиваю вот эту штуку. Или она ходит, но все-таки с каким-то небольшим шагом. Подождите, это совсем существенное дерьмо. Что это за кал? Что происходит? Что вообще это значит? Так, сейчас она не лезет. Я немного приоткручиваю этот патрон. Вот что, как она работает. Окей, хорошо. Так, подождите. А так она воткнется сюда? Да, все, ништяк. Я уж было испугался, что это дерьмо каждый раз придется прикручивать вручную, затягивать вот эти губки, чтобы вытянуть одну шпильку. Заклепку, точнее. Сорян. Запихиваем насадку. Блин, погнется. Сейчас пониже поставим. Оп, упираем. И ничего не происходит. Значит, там надо отрегулировать, чтобы она доставала. Нет, это я дебил. Ее надо в обратную сторону подавать. Было бы прикольно, если бы они сделали, что в одну сторону ты крутишь, и она типа тоже поступательными движениями захлепывает. Смотрите-ка, заклепала. Не хочет отдавать, представляете? Я думаю, можно выдвинуть немного. Он, возможно, будет работать лучше. Нет. Стало еще хуже. Сука какая. Да. Разлетелись губки. Взять нормальный один раз. Чтобы тут все параши, все настроение не портить, не терять губки эти. Надо, блин, выставлять. Что ж таки... Моя жопа начинает полыхать, потому что у нас заела заклепку. Мне надо теперь... мне надо было разобрать всю эту шляпу. Теперь у меня открутилась вся эта херня. Вывалились губки. Мне надо обратно поставить губки. Непонятно, каким раком вообще во все это. Не, она их тупо не выплевывает. Это просто какой-то сраный кал. Смысла в этом вообще нету. То есть, если бы она работала исправно, а еще лучше, если бы она сама такая, типа... и куда-то типа через боковое отверстие их стравливало, было бы классно. То есть реально могло бы заменить электрозаклепочник, но в таком исполнении это просто какое-то дерьмо. То есть каждый раз, когда она закусится вот так вот, мне ее надо раскрутить и вынимать отсюда заклепку. Сука! Не, это полное говно. Посмотрите, как должно все это дело происходить. Пневмозаклепочники, они даже собирают вот эти фитюшки отдельно в какую-то там камеру, расположенную сзади инструмента. Ручным же можно
работать с вот такой вот скоростью. И это не очень сложно физически на самом деле. Готово. Переходим к следующему. Давайте посмотрим, как у нас будет работать помпа от фирмы Вира. Сюда крути, сюда вода, in, out. Все, ништяк. Мне потребуется ведро с водой, один шланг. Мы его запихиваем в in, подключаем шуруповерт, запихиваем сюда и начинаем качать. После того, как вода добирается до самой помпы, создается, ну, типа, этой помпе проще тянуть воду без воздуха, без воздушных карманов. Можно поднимать на некоторую высоту. На маленькой скорости не хватает. Не, ну базара ноль, помпа работает, неизвестен ее ресурс, потому что здесь у нас почему-то нагрелось все. Воду она качает, с помощью вот этой скобы можно ее куда-то прикрепить, и если она будет гонять воду, допустим, из одного резервуара в какой-то другой, типа без подъема воды, должна нормально справиться. Хотя, сдается мне, там не очень точные детали внутри, поэтому с помощью нее воду вообще поднять не получится. Ну, помпа как помпа. Чисто пропеллер там какой-нибудь стоит. Я вижу здесь эксцентрик. Она устроена по принципу помпы. Работает. Засчитано. А перед тем, как перейти к следующему приспособлению, я хотел бы поблагодарить всех наших подписчиков, кто нас поддерживает на сервисе Boosty. Собственно, прямая поддержка автора, плюс всякие плюшки, закрытый контент. You're welcome. В конце видоса даже есть благодарность каждому. И да, я жду вашего мнения в комментах по поводу каждого из этого приспособления. Я думаю, там есть что обсудить. И лайк – это минимальная благодарность за то, что мы делаем. А мы переходим к вот такой вот насадке, без понятия, кто ее придумал. Это насадка ёршик на шестигранник под быстросъем. Ну, типа маленькие такие, знаете, утки драить. Либо руку в толкан по локоть совать, я не знаю. В принципе, можно какой-нибудь адаптер-удлинитель приколбасить, но он тогда будет вот так вот шататься. Я не знаю, давайте что-нибудь почистим. Куда бы его запихнуть-то? Мы вообще взяли по угару этот ёршик, но кроме шуток, это одна из достаточно полезных вещей в сегодняшнем обзоре. Вообще ништяк. Но есть один момент. Сколько стоил этот ёршик? 400 рублей? 400 рублей стоила вот эта вот насадка. Теперь, внимание, фокус. Обычный туалетный ёршик 47 рублей. Этот, сука, не там сломался. Берем шуруповерт. Зажимаем ёршик. И да, знаете, в насадке это и есть смысл. За 400 рублей очень полезная вещь, я рекомендую каждому. И у нас теперь всяческие приспособления для труднодоступных мест, так сказать. У нас здесь есть угловой завинчиватель, гибкий завинчиватель и еще один угловой завинчиватель. А это откуда и сколько он стоил вообще? Я из дома сколько. И еще один гибкий завинчиватель Деко. Дешевый, насколько я понимаю. Ладно, давайте попробуем с помощью них крутить саморезы. Начнем, пожалуй, мы с качественного фирмового. Ну, с своей задачей справился. Давайте попробуем выкрутить ближайший. Окей, работает. И это засчитано. А почему? А потому что я его выбирал, чтобы он лежал в мастерской, и он нормального качества. Там внутри находится какой-то там передаточный механизм. На 2 оси распределяется вращательное движение. Отсюда туда, и вообще все замечательно работает. Как часы, особо ничего не ломается. Идем дальше. Соответственно, мы переходим к более дешевому варианту. Он стоит 300 рублей с чем-то.
Если тот стоил косарь с чем-то, это стоит 300 с чем-то. Ну, разница уже видна. И мы будем выкручивать. Не, работает. Очень странное крепление под руки, оно постоянно отваливается, это дебильная херь. Ну, если хотите сэкономить на вещи, которые вы применяете раз в 358 тысяч лет, то нормально. Идем дальше. Гибкие валы разнообразнейшие. Один подороже, один подешевле. Как они будут справляться с тем, чтобы выкрутить саморезы? Гибкий вал. Закручивает, выкручивает. А мы переходим к более дешманскому варианту. Этот стоит сатен. Давайте посмотрим, как он работает. Во-первых, мы можем сразу сказать, что у него меньше гибкость, то есть нельзя на 180 его повернуть. Потому что непонятно, внутри, походу, какой-то этот трос стоит. И еще вот в чем прикол. Если здесь, когда крутишь, корпус остается неподвижным и крутится только вот эта вот башка, здесь это просто шнурок, который вращается сам весь. Не, это полное дерьмо. Еще у нас подготовлена вот такая вот насадка, адаптер угловой, дрель с патроном, но обратите внимание, если, конечно, он меньше дрели на целый, получается, патрон с частью корпуса, то по сравнению с тангенциальным винтовертом он вообще один в один. Да, в винтоверт нельзя вставить сверло, но и это тоже не панацея. Если вам когда-то потребуется сделать крепеж в лабиринте, с помощью вот этих приспособлений вы можете добраться до самого труднодоступного места. Что такое? Ну, в общем, сработало. Переходим к следующему, самому интересному приспособлению. Оно служит для того, чтобы быстро закручивать саморезы. Есть такие специальные шуруповерты скоростные, которыми я видел, чаще всего гипсокартонные листы крепят. И их там буквально тысячами херачат. Используют вот такие ленты. Они бабла стоят. Но давайте посмотрим, нужно ли покупать специализированный инструмент, который делает как будто гвоздезабивной пневматический пистолет по скорости. Или можно обойтись вот таким вот простеньким. Сколько он стоил? За 1000 рублей. А битка у нас такая есть? А там в комплекте она такая есть? Да, тут в комплекте такие битки есть, ты посмотри. Ты какие битки. PH2. А что будем юзать? Шурик? А он у нас влезет? Да, у нас еще и шурик сюда влезет. Чпынь. Я предлагаю устроить небольшое соревнование. Дмитрий Сергеевич, я с вот этим против вас с обычным шуруповертом. Сколько мы закрутим за минуту? Без биты. Без биты, да. 1, 2, 3. Ах ты ж сволочь. Хьюстон, мы проигрываем. Ну, что я могу сказать, господа?
Я настроил, здесь есть вот такие вот настройки. Это глубина, ну типа длина самореза, глубина его завинчивания на полную катушку. И все равно чего-то не хватило. Хотя нет, смотрите-ка, если немного подвысунуть битку на правильное расстояние, он начинает докручивать как надо. Но есть некоторые косяки, то что саморезы там своей жизнью вообще живут. Ты посмотри вблизи на это. Что я хочу сказать? Вот эта штука нужна, чтобы бесперебойно, очень быстро, без косяков выполнять свою работу. Вы за это деньги получаете, когда обшиваете что-то гипсокартоном. Если эта штука начинает лагать, вы начинаете терять деньги. Поэтому покупать ее типа дешевую смысла нет вообще никакого. Вот вы прошлись там, я не знаю, 500 штук, она у вас натянулась, а вы на объекте, а вы далеко, а время идет, а заказчик вам потом жопу разорвет на британский флаг. Так что деньги делают деньги. Это самое главное правило. В любом случае можно обойтись ручками и зафигачивать все вручную с помощью биток ограничителей, которые не дают саморезу утопиться в самый бетон насквозь всего гипсокартона. И замечательно все чувствуют себя с обычными дрелями. Вот такой вот вердикт на сегодня. С вами был Даня Крастер, команда БНБ. Мы подготовили для вас все эти штуки. Спасибо, что смотрели. У нас еще столько же есть приспособлений. Так что, если видео вам понравилось, ставьте лайк, пишите в комментах, что бы хотели увидеть. Может быть, у вас есть какие-то идеи. И до скорой встречи. Да. Всем пока. Франкенштейн.